как только в твоей жизни все начинает идти хорошо, вот ты вдруг испытываешь непреодолимое желание все испортить. Твоя работа наконец-то выходит на стабильную прибыль. И ты вдруг ввязываешься в абсолютную ненужную какую-то рискованную авантюру, которая у тебя съедает все деньги. Или же в отношениях наступает вот долгожданный мир. Тебя любят, о тебе заботятся. И ты на ровном месте устраиваешь скандал из-за какого-то пустяка. Вот придираешься, становишься холодным, отталкиваешь человека. Ты рушишь то, что сам так долго строил. А потом сидишь на этих вот руинах, смотришь на все и думаешь, да что со мной не так? Почему я сам себе враг? Тебе кажется, что у тебя просто скверный характер. Или что ты заслуживаешь там, или что ты не заслуживаешь счастья. Но правда гораздо глубже, и она гораздо сложнее. То, что ты называешь самосаботажем, на самом деле блестящая, работающая высокоточная система твоей внутренней безопасности. Просто эта система сломалась и теперь стреляет по своим. Давай сегодня вскроем эту тяжелую часть нашей подсознательной инженерии. Давай поговорим о нашей психологической броне, о тех защитных механизмах, которые когда-то спасли нашу психику от полного уничтожения. И о том, как сегодня вот эта вот тяжелая, непробиваемая наша броня медленно просто уничтожает нашу жизнь. Вот давай вернемся назад, вот на 20, 30 или там 40 лет назад. В то время, когда ты был просто уязвим, у тебя не было столько информации. Вот, возможно, ты вырос в семье, где любовь нужно было заслуживать тяжелым трудом. Или там, где любой промах наказывался какой-то обидой или холодным там молчанием. Даже, возможно, тебя предали в первых серьезных отношениях. Всадили тебе в спину там ровно в тот момент, когда ты открылся на 100% перед человеком. В тот момент твоя психика просто испытала колоссальную перегрузку. Боль, да, была такой силой, что система твоя жизнь едва не рухнула. И тогда твой мозг, как генеральный продюсер и инженер твоего тела, твоего сознания, принял единственное верное решение. Он сказал: мы больше никогда этого не допустим. И он начал строить броню. Он установил, знаешь, давай назовем это вот как клапан из сброса высокого давления. Он закрыл твою чувствительность тяжелыми вот стальными плитами. И он прописал тебе жесткие алгоритмы выживания. Знаешь, какие? Вот никому не доверяй, иначе тебя предадут. Делай все сам, иначе тебя подведут. Никогда не показывай слабости, иначе ударят тебя в больное место. Бей первым там, пока не ударили тебя. Знаешь, это был шедевр защитной твоей инженерии. Да, эта броня сработала, она помогла тебе выжить, она помогла тебе выстоять в самые там черные дни твоей жизни, сделать свою карьеру, заработать первые деньги и просто не сойти с ума. Ты должен быть благодарен этой броне. Но есть одна проблема. Проблема в том, что эта война давно закончилась. Вот те люди, которые делали тебе больно, давно уже исчезли из твоей жизни. У них больше нет над тобой никакой власти. Твоя реальность изменилась. Но ты забыл снять эту броню. Вот представь себе человека, который когда-то вот чуть не утонул. Чтобы выжить на глубине, он вот надел тяжелый там 100-килограммовый свинцовый водолазный костюм. Костюм спас его от чудовищного там давления в океане. Но вот человек вышел на берег, он идет там по теплому песку, солнце светит, там дует легкий ветер, а он все еще заперт в этом тяжелом скафандре. Вот он смотрит через там свое толстое стекло этого скафандра и жалуется: почему я не чувствую тепла? Почему жизнь такая тяжелая? Почему мой каждый шаг дается с таким трудом? Да потому что ты тащишь на себе 100 килограммов вот этого свинцового железа там, где оно просто больше не нужно. Броня, которая спасает тебя от неминуемой там гибели, не может подарить тебе жизнь. Она не пропускает там пули, она не пропускает и солнечный свет. Не пропускает, да, она предательство, но она тоже не пропускает любовь. Вот давай посмотрим, как именно этот тяжелый скафандр уничтожает твои ресурсы вот сейчас. Посмотри, давай возьмем твою карьеру, бизнес. Знакома ли тебе установка? Вот хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Конечно же, ты ее слышал. Тебе кажется, что это какой-то перфекционизм,
что это высокие стандарты качества. Нет, это твой старый страх довериться другому человеку. Ты не можешь, знаешь, делегировать свои задачи. Ты контролируешь каждый шаг своих сотрудников, своих партнеров, даже своей семьи. Потому что ты тащишь на себе колоссальный объем работы. Ты просто задыхаешься от этого перегруза. Дела на работе не растут, бизнес там не растет. А твои доходы уперлись просто в бетонный потолок, потому что ты стал узким, знаешь, горлышком своей системы. Твоя защитная броня говорит, если ты отпустишь контроль, то все может рухнуть. И ты продолжаешь работать на износ. Вот как двигатель, который постоянно крутят на максимальных оборотах. Вот рано или поздно наступит, как я уже говорил, усталость этого металла. Выгорание, не дай Господь инфаркт или же полная апатия. И это цена, которую мы платим за иллюзию тотального контроля, за свою неспособность опереться на других людей. А вот теперь посмотри на свои отношения. Вот почему ты провоцируешь скандалы, когда все спокойно? Потому что для человека в броне спокойствие – это сигнал тревоги. Если твой партнер добр к тебе, твоя старая система кричит, знаешь, это ловушка. Сейчас он подберется к тебе ближе и ударит. Надо оттолкнуть его первым, надо напасть первым, чтобы контролировать ситуацию. И ты бьешь словами, там, холодом, обесцениванием. Или же другая крайность, вот эмоциональная заморозка. Человек рядом с тобой плачет, он просит тепла, просит близости, а ты смотришь на него с какими-то стеклянными глазами и ничего не чувствуешь. Тебе говорят, ты холодный, ты бесчувственный. Но ты не бесчувственный. Просто твои рецепторы закрыты, знаешь, вот бронеплитой. Ты запретил себе чувствовать боль, но по законам физики невозможно заморозить только одну эмоцию. Когда ты отключаешь способность чувствовать боль, ты автоматически отключаешь способность чувствовать радость, нежность и любовь. Ты сидишь в безопасном, абсолютно пустом, бетонном каком-то бункере. Туда никто не может проникнуть. Но и ты из него выйти не можешь. Ты устал. Больше всего на свете ты устал не от работы, не от кризисов и даже не от своего возраста. Ты устал тащить на себе этот невидимый, тяжелый каркас. На его обслуживание уходит даже 80% твоей жизненной энергии каждый божий день. Вот как его снять? Вот в инженерии нельзя просто взять и кувалдой разбить несущую конструкцию. Потому что здание рухнет. Снимать старые защиты нужно медленно, осознанно и с огромным уважением к себе. Первое, что ты должен сделать, это признать свою броню. Остановись, когда в следующий раз захочешь сорваться на близкого тебе человека или забрать у твоего подчиненного задачу со словами «я сделаю это сам». Остановись и скажи про себя. Это говорит не мой разум, это говорит старый мой страх, это моя старая броня. Второе. Поблагодари ее. Скажи этому защитному механизму «спасибо тебе». Ты спас меня в таком-то году. Ты спас меня в 90-е, когда меня предавали. Ты отлично работал. Но сегодня у нас на дворе уже 21 век. Я взрослый человек. Я справлюсь. Третье. Вот начни макродемонтаж. Сними одну перчатку. Сделай то, что противоречит твоей защите. Вот доверь человеку задачу и не проверяй его, даже если он ошибется. Подойди к своей жене или мужу, сними свою колючую маску и скажи: мне сейчас страшно, я просто устал. Вместо того, чтобы нападать на него или же на нее. Рискни быть уязвимым хотя бы на 1 минуту в день. Да, это будет ощущаться так, словно ты вышел в открытый космос там без скафандра. Будет тебе некомфортно, будет казаться, что в тебя сейчас кто-нибудь что-нибудь кинет. Но ты увидишь поразительную вещь. Никто в тебя ничего не кинет. Мир не разрушится. Многие люди не снимают эту броню, потому что боятся, что им снова сделают больно. Вот давай будем честными, без иллюзий. Сделают. Если ты откроешься, если ты снимешь защиту, есть вероятность, что кто-то снова ошибется, кто-то снова тебя предаст или сделает тебе больно. Это жизнь, потому что в ней нет гарантий. Но разница между тобой в прошлом и тобой сегодня, она колоссальная. Вот в детстве или юности, рана могла тебя просто уничтожить, потому что у тебя не было ресурсов. Но сегодня ты взрослый, сильный человек. Взрослый человек может пережить ранение, он может залатать свою рану, отряхнуться и пойти дальше. У тебя есть для этого все и все инструменты. Тебе больше не нужно прятаться в этом бункере, чтобы выжить.
Выбор предельно прост. Либо ты доживаешь свои дни в душной, безопасной комнате, не чувствуя ничего, кроме тяжести вот собственного панциря. Либо ты выходишь под открытое небо, принимая риск того, что может пойти дождь. Снимай этот скафандр. Проблемы закончились. Вот сегодня мы разобрали, как наши внутренние страхи ломают наши же настоящие. Но когда мы начинаем меняться, когда мы сбрасываем старый слой скафандр, внутри нас просыпается еще один, самый такой беспощадный враг, который судит нас строже всех на свете. Давайте дальше поговорим, почему мы судим себя строже, чем наших самых злейших врагов. Вот давайте попробуем разобраться в инженерии чувства вины и научиться просто затыкать этот голос, который обесценивает каждое наше достижение. А теперь, друзья, спуститесь в комментарии и напишите максимально честно, какая психологическая броня мешает вам жить прямо сейчас. Тотальный контроль или же гиперопека, сарказм, привычка отталкивать людей первыми. Назовите свою броню вслух. Это первый шаг к тому, чтобы начать ее снимать. Инженерия смысла без иллюзий – это здесь. Оставайтесь со мной. Вместе мы вытянем любую ситуацию. А теперь, как всегда, улыбнитесь, потому что жизнь любит тех, кто не сдается. До встречи в следующем видео.